Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. И сегодня я вам покажу, как я рисовала розовые люпины акварелью. Для этого я взяла новую бумагу на испытание. Это бумага Daler ровный Aquafine, стопроцентная целлулоза, произведена во Франции, хотя на этикетке написано в Великобритании. Это не дешевая бумага, 300 грамм плотностью, А4 формата, 12 листов, стоимостью почти 900 рублей. Но я решила посмотреть, как она себя будет вести во время работы. Здесь представлены пиктограммы, чем еще можно рисовать на этой бумаге. Ну что, приступим. Берем лист. У него очень интересная фактура, зернистая с обеих сторон. Лист очень плотный. Приступаем к рисунку. После того, как мы сделали рисунок, мы его переворачиваем и смачиваем водой. Далее прикрепляем его малярным скотчем к планшету, чтобы у нас получились белые ровные края после окончания работы. Далее, смачивая фрагменты композиции, мы делаем нежные лессировки, прозрачные слои краски, учитывая тональность и изменение цвета в вашей работе. Затем я начинаю прописывать зеленые оттенки. Это листья, это нежные соцветия самих люпинов. Но тут надо тоже учитывать и тональность, и изменение зеленых оттенков. Где-то они холодные, где-то теплые. Где-то тень, а где-то свет. Не забывая о лепке самой формы листочков.
Прописав все зеленые оттенки, я приступаю к контрастным цветам. Это красные, розовые, фиолетовые, красно-коричневые цвета. Лепим соцветия наших люпинов. Сначала светлые, потом кое-где темные. Уточняем детали. Так постепенно у нас проявляется наш цветок люпин. Не забываем о том, что где у вас холодное, рядом должно быть теплое. Тогда ваша работа будет очень красочная. Не обязательно прорисовывать все досконально. Нужно сохранять акварельную легкость восприятия работы. За окном начался дождь, возможно, вы его слышите фоном, а я приступаю к прописке теневых частей работы, чтобы наши люпины вышли на первый план. Все-таки они более главные у нас в работе. Но тут нужно не переусердствовать. Кое-где смотреть касание, где-то более контрастно выделять края листов. Тут нужно очень деликатненько подходить. Бумага в работе показала себя очень хорошо. По-сырому можно писать долго. И в то же время лессировки очень хорошо себя показали. В общем, бумага мне понравилась. Я решила добавить детали. Кое-где желтые цветочки, травинки на заднем плане, чтобы не было пустого фона. Конечно, в натуре это немного иначе, но художник всегда выбирает для себя, что для него главное, что-то он может не рисовать, а что-то нарочито подчеркивать. Все дело вкуса. Мелкие детали придают нашей работе утонченность. Не надо забывать об этом. Но также не должно быть одинаковости. Делаем последние штрихи, убираем малярный скотч, и наша работа готова. Останется вставить ее в паспорту, в раму и под стекло. И готовый подарок. Ставьте лайк, если понравилось. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. И до новых встреч, друзья, в творческой студии Елены Тюриной.